Мир полон чудес, и нет страны, которая не имела бы своих загадок, секретов и тайн. Где-то их концентрация больше, где-то меньше, но нет более чудесной, удивительной страны, чем Израиль. Израиль, которую мы знаем как родину трех великих религий, как родину великих чудес и событий. Однако здесь есть очень много событий локальных, местных, которые нам кажутся не столь значительными, тем не менее очень важных и очень интересных, которые мы хотим вам показать. Итак, мы с вами находимся в Цфате, удивительном городе, красивейшем, втором по красоте городе Израиля. Разумеется, после Иерусалима. Как птица, город этот, сидящий на горе, так писали про Цфат мудрецы Талмуда. Здесь всегда жили удивительные люди, чистые, благородные, высокие душой. И неважно, какой след они оставили за собой, каббалистические труды, картины, скульптуры, легенды или просто добрую память. Благодаря им город этот наполнен какой-то необычной чистотой и красотой, каким-то особенным благородством. Кто-то пишет картины строками священных писаний, кто-то увлекается хасидской музыкой, кто-то изготавливает амулеты. Удивительное соседство это галерей и синагог не случайно. И то, и другое не только суть способа познания мира, но и пути просветления души. И художников, и каббалистов здесь можно найти из самых разных стран мира. Среди многих прочих музеев и галерей в Цфате есть и музей кукол Милы Розенфельд.
так получилось, что я научилась просто работать с фарфором. До этого работала с керамикой. И вообще у меня есть опыт изготовления различных кукол из ткани, из бумаги и так далее. Но как-то вот больше мне нравится все-таки работать с фарфором, хотя это очень сложный материал, очень много брака выходит. Людмила Волкова-Розенфельд приехала в Израиль в 1991 году из Хабаровска с 2 дочерьми. Младшей Алле тогда было 17 лет. Перед отъездом Алла попросила маму взять с собой все ее куклы. У нее была большая коллекция кукол. Вполне обычных, советских, магазинных, но их было много, и дочь их любила. Как это, к сожалению, часто бывает, по дороге чемодан потерялся. Дочка была расстроена, и Мила пообещала сделать ей куклу сама, своими руками. Мила никогда до этого не занималась изготовлением кукол. По специальности она художник-модельер по костюмам. Однако первая же кукла, которую она изготовила, оказалась красивой и интересной. Ей очень хотелось, чтобы я занималась искусством. И когда она увидела первую куклу, у нее было столько радости, столько счастья. И она говорит: все, я теперь буду делать только коллекцию из твоих кукол. Поскольку я по образованию еще историк, у меня вообще 2 образования, все детали костюма имеют под собой историческую основу. По журналам, старым картинам, гравюрам и так далее, каталогам. Ничего не придумано, все взято в точности так, как оно было когда-то. И театр моды, и скульптура, и живопись. Сюда входит очень много. Когда человек одевает красивый костюм, у него меняется походка, меняется и настроение, и поведение. Он преображается, костюм очень много дает человеку, меняет все в нем. Мила, не было идеи моделировать костюмы будущего? Нет, я как историк, меня не интересует будущее, меня больше интересует история, потому что будущее, если говорить как пессимист, то оно не очень у меня вырисовывается, а если как оптимист, то я бы оставила те костюмы, которые были когда-то. Я бы не стала ничего нового придумывать, потому что то, что было, это уже красивее придумать и ничего нельзя. Я думаю, так. Одежда, фарфор. Все абсолютно сделано руками. Ни одного шва нет на машине. Если учесть, что одновременно от 10 до 15 у меня в работе, то на одну куклу уходит на самую простую, где нет минимум работы. От 3 месяцев до 2 лет. Что самое тяжелое в изготовлении куклы и что самое интересное? Костюм самое сложное. Во-первых, надо передать эпоху. Во-вторых, надо передать силуэт, чтобы он в точности соответствовал и настроению, и времени тому, в которое она носилась. Вообще я стараюсь одеть куклу так, чтобы была воссоздана та эпоха, та атмосфера. На многих куклах настоящие драгоценности. Обувь только из натуральной кожи, за исключением восточной, которая делалась из ткани. У короля Филиппа Красивого точно так же обувь передает очень сильно близкую эпоху. Вообще верхушка знати всегда диктовала моду. Во все времена, я думаю, сейчас об этом говорит пример принцессы Дианы, которая одевалась с очень большим вкусом. Ну, а вот эта знаменитая атмосфера, каббалическая атмосфера Цфата. Ну, в этом смысле мне повезло. Я думаю, что это просто судьба. Что это город художников. Вот. Вы чувствуете вот эту особенную атмосферу в Да. Цфате? Да. Она помогает или наоборот Да. обостряет чувства? Нет этого сумасшедшего ритма. Есть возможность работать. В этом смысле, да. Я думаю, что
Это очень много значит. Но я думаю, что в другом городе у меня не было бы такой возможности, потому что, когда я работаю, мне нужна идеальная тишина. То есть сосредоточенность. Да. Я не могу выносить присутствие кого-либо. Мне нужно закрыть все, чтобы не было ни шума, ничего, тогда я могу только работать. Всего в музее 4 части экспозиции. Первая часть представляет собой европейский костюм аристократов. Следующая часть – это костюмы евреев в Галуте. Третья часть – это национальный костюм народов мира. И последняя – это исторические персонажи с портретным сходством из копии той одежды, которую они когда-то носили. Вот здесь представлен Иван Грозный, принцесса Диана, Екатерина II. Платье Елизаветы английской, Энн Болейн, мама Елизаветы, и Генрих VIII, папа Елизаветы английской. Кукла в платье Марии Антуанетты. На этот костюм у меня ушло полгода. Это костюм хорватки. Весь костюм вышит вручную. Мне его пришлось вышивать под увеличительным стеклом, потому что настолько мелкая работа была. Эту куклу я очень люблю, она из последних. Все музыкальные инструменты, почти все. Воспроизводит музыку для того, чтобы показать вот здесь, в данный момент. Это народный итальянский танец. Вот интересно посмотреть сам механизм куклы, как что он из себя представляет. Вот это модель фигуры куклы. И можно посмотреть, как она выглядит вместе с головкой. Вот так они соединяются при помощи резинки. И вот так вращается голова. Здесь делаются отверстия. Тоже вставляется резинка и присоединяется таким же точно способом руки. Вот. Дальше идет сшитое из ткани туловище, и к нему пришиваются ноги. Получается марионетка. Видите, вот у нее все вращается. Фарфор – это полуплавкая масса. Она полустекло. Обжигается где-то минимум 8 часов. Пока температуру наберет, надо медленно, чтобы набирала. И после того, как головка обожглась, надо сделать макияж каждой кукле. Вот здесь работа наиболее долгая, скажем. Она не такая трудная, насколько долгая. Каждый цвет накладывается отдельно, и каждый раз нужно ее обжигать. Вначале белая краска наносится, белки, там, если есть зубы и так далее. После этого цвет глаз, румяна, веки, опять обжигается. Потом брови, губы опять обжигаются. После этого нужно каждую ресничку нарисовать, каждый нюанс. В общем, все оттенки цвета глаз. В общей сложности обжигается для иппора, для макияжа где-то примерно 7 раз. Эти краски тем хороши, что они никогда в жизни не смываются, потому что они размешиваются на масле конопляном. И эту головку можно только разбить, больше ничего. Кого изображала первая кукла? Мадам Помпадур. Первая кукла, которая была сделана, это было платье. Портретного сходства не было, а платье мадам Помпадур. Вот. Потом я сделала вторую куклу, потом сделала третью. И успела я сделать только 5 кукол. 19 октября 1994 года Алла Розенфельд вошла в тот самый злополучный 5-й автобус на улице Дизингоф
и вместе с ней в этот же автобус зашел арабский террорист-самоубийца. С тех пор и был создан этот музей, музей памяти погибшей дочери, музей кукол, который Мила продолжает делать своей дочери так, как если бы она еще была жива, а также памяти всех детей, погибших не только в этом теракте, но и во всех терактах, которые произошли в нашей стране. Вначале у меня была первая реакция, что я привезла сюда ребенка на гибель. Так было. Как изменилось твое отношение к Израилю после этих событий, именно к Израилю? Вова, принеси салфетку. Хочу в кадре курить. В кадре просто. Давай снова этот вопрос. Что ты там спросил? Отношение к Израилю? У меня нет обиды на эту страну. Нет, у меня обида только на правительство, которое не может защитить этих людей, ни в чем не повинных. Мила, скажи, пожалуйста, люди, которые приходят к тебе в музей, наверное, есть такие, которые заходят случайно, проходя мимо, но есть и такие, которые приезжают специально? Очень много людей приезжают специально. Они приезжают ради кукол или ради памяти, или все вместе? Нет, я думаю, что их интересует больше искусство. Люди практически не знают своей истории с этой стороны. Не знают, когда была революция, когда была война, когда убили того президента, другого президента. А у меня сейчас набирается, кстати, очень большая экспозиция старинных брошек, носовых платков. Еще я хотела бы сделать экспозицию старинных швейных машин, начиная со дня их изобретения в 1877 год, когда они были изобретены одновременно в двух местах. Всегда после любой войны наступает мир, и люди опять начинают строить то, что они хотели, то, о чем мечтали. Вот. Во всяком случае, я верю в это, что когда-нибудь наступит благоденствие, и войны уйдут в прошлое. Вот. А мой музей будет рассказывать не о войнах, а о мире, о том, как люди раньше одевались, из какой посуды они ели, какими предметами быта пользовались. Страдания никогда не бывают понапрасну. Об этом писал еще библейский пророк Иов. И ведут они к славе человека, к укреплению духа и величия его, к новым испытаниям, за которыми вновь следуют радости и надежды. На свете все, увы, кончается и наше время. И мы прощаемся с вами. До новых встреч с новыми интересными людьми, историями, местами.